Дорогие мои подписчики, меня зовут Полина. Посмотрите, какая прелесть прелестная оказалась в моих руках. Это же настоящая рваная тюлевая штора с такими роскошными дырами и затяжками. Мы же не можем все так просто выкинуть. Для начала порвем ее на две части. Уберем, оторвем шторную ленту и толстые швы. Здесь можно не церемониться. Рвем руками. Кстати, вы знаете, что всего лишь 26 литров пива достаточно человеку для покрытия дневной потребности в кальции. Здоровое питание – это просто. В качестве основы я приготовила кусок синей бязи. Вырезала ее с небольшим запасом 43 на 43 сантиметра. Делать будем сразу две заготовки. Кусок тюля сложила в несколько раз, чтобы размер был чуть больше нашей основы. И тщательно все закалываем булавочками. Обратите внимание, у меня специальные булавки для квилтинга. Они изогнутой формы и очень крепкие, ведь приходится прокалывать несколько слоев ткани. После этого для удобства работы можно подрезать лишние выступающие края. Для дальнейшей работы возьмем большую линейку и водорастворимым маркером на заготовке нарисуем швы. Все ткани я укладывала прямо с соблюдением долевой нити, а швы надо будет прокладывать под углом 45 градусов. Швы можно размечать по-разному, но я хочу сделать свой вариант. Для этого находим середины каждой стороны и соединяем их между собой. Внутри заготовки получился квадрат. Его будем прошивать параллельными рядами, а оставшиеся углы прошьем перпендикулярно. И получится у нас рисунок квадрат в квадрате. Перед началом работы на моей швейной машинке Юника от Effective изменим длину стежка. Нам надо, чтобы ткани были крепко прошиты мелкими стежками. Конечно, на сенсорном экране лучше указывать специальным стилусом, но его еще надо найти. А пальчиком потыкать гораздо интересней. Для удобства работы, чтобы края ткани не свисали и не деформировали заготовку, воспользуемся специальным приставным столиком. Все ткани лежат ровно. Расстояние между швами буду делать 1,5 сантиметра. Конечно, можно заранее все расчертить, но можно ориентироваться на саму швейную машинку. На моей машинке иголка немножко смещена влево, и от иголки до края пластинки, лапки, как раз 1,5 сантиметра. Поэтому буду шить спокойно. Шью я для себя, потом буду резать. И из-за того, что шов будет немножко гулять, никакой трагедии не случится. Это не ракетостроение, когда из-за маленькой детали ракета не взлетит. Анекдот есть на эту тему. Ребенок спрашивает отца, чем горе отличается от беды? Отец отвечает, представь, что разбился самолет со всем правительством. Это горе? Горе, но не беда. После того, как прошили центральный квадрат, переходим к углам. Здесь строчки должны быть перпендикулярными к швам центрального квадрата. Смотрите внимательно. Два угла у нас будут прошиты короткими линиями, а два длинными. Когда прошьем обе заготовки, надо их выровнять. При шитье ткани деформируются. И у меня получилось сейчас два одинаковых квадрата 41 на 41 сантиметр. Складываем их вместе лицевой стороной внутрь. Заготовки получились толстенькие. Края лучше зацепить специальными клипсами для фиксации материала. Остается только прошить заготовки по краю, оставив отверстие для выворачивания. Можно же сразу же обработать зигзагом внутренние швы.
Подрежем уголки и через оставленное отверстие вывернем заготовку. Всю дальнейшую работу буду делать распарывателем. Работаем им очень осторожно, чтобы не прорезать лишнее. Им надо разрезать ткани между швами. Режем всю ткань, кроме ткани основы. Помню, на ютубе крутился ролик с названием «Зачем нужен красный шарик на конце распарывателя?». То видео набрало огромное количество просмотров, но автор так и не объяснила, зачем. А я за базар отвечу. Когда режете ткань, сначала острым длинным концом делайте небольшое отверстие, а потом в него заводите короткий кончик с шариком и спокойно работаете. Этот шарик не даст вам прорезать лишнее. После того, как вы все сделали, берем жесткую одежную щетку и начинаем тщательно растеребливать все слои. Ткани, которые внутри, очень сложно приподнять, поэтому придется раздвигать швы руками и очень тщательно проводить по ним щеткой. Еще можно эти ткани хорошенько размять руками. Синель от такого обращения только лучше становится. Эту заготовку я еще дополнительно прокрутила в стиральной машинке. Сначала вывернула на изнаночную сторону, чтобы мелкие волокна не испортили стиралку, а потом простирала с добавлением кондиционера для белья. В прошлый раз у меня не было кондиционера, но и бальзам для волос прекрасно справился с поставленной задачей. Подушку я набила холофайбером и наглухо зашила. Она получилась очень легкая и пушистая. Стирать ее можно в стиральной машинке. Конечно, девочки, не каждая легкая ткань пригодится для такой работы. Смотрите сами по своему материалу. Перед началом работы можно сшить небольшой кусочек и поэкспериментировать с количеством слоев ткани, расстоянием между строчками. Бывает, что плохо приподнимаются нижние слои. В этом случае самым нижним слоем лучше ставить какую-нибудь объемную ткань, а тюля брать поменьше. А расстояние между строчек сделать чуть побольше. Но в любом случае своим результатом я очень довольна. Подушка получилась очень интересная и необычная. И пусть кто-то скажет, что я не в здравом уме, зато в своем. А вообще, конечно, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Но помните, что наши люди умеют не только читать между строк, но и оставлять отзывы между глаз. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!